Приветствую вас на моем канале «Две войны». В Курской битве у советских войск получилось сделать именно то, что должно было случиться в 1941-м по задумкам Сталина. Красная армия хотела остановить немецкие танки далеко от Москвы. Ведь как тогда мыслили кремлевские стратеги? Что в случае агрессии противник будет остановлен, измотан оборонительными боями, которые будут продолжаться 2-3 недели, а потом отмобилизованная Красная армия перейдет в наступление. Ничего этого в 1941-м не получилось. А вот в 1943-м под Курском было разыграно как по нотам. Почему? О том, почему немецкая атака была изначально обречена на провал, и о самой Курской битве простым языком я и расскажу в этом видеоролике. Какой был замысел немецкого командования? Зимой 1942-1943 года наступательными операциями Красной армии и контрударами вермахта в Восточной Украине в центре фронта был образован выступ глубиной 150 км и шириной 200 км. Он и был назван Курская дуга. Теперь перенесемся в лето 1943 года. Германский генштаб наметил масштабную наступательную операцию «Цитадель». По замыслу гитлеровских стратегов, немецкие войска должны были нанести мощные и быстрые удары с северного и южного фаса Курской дуги по советским войскам с целью их разгрома и окружения крупной группировки Красной армии. То есть немцы хотели еще раз повторить то, что им так удачно удавалось летом 1941 года, в самом начале войны. Если бы операция «Цитадель» достигла цели, то сотни тысяч красноармейцев оказались бы в огромном котле окружения. Фронт был бы обрушен, а дорога на Москву вновь открыта. Основные надежды гитлеровцы возлагали на новую бронетехнику. Танки «Тигр», «Пантера», модернизированные Т-4, тяжелые самоходки «Фердинанд». Они действительно были грозным суперсовременным оружием и до той поры массово еще не применялись. Почему же операция была изначально обречена на провал? 12 апреля 1943 года Сталин положил на рабочий стол Ставки Верховного Главнокомандования точный перевод с немецкого директивы германского генштаба о плане операции «Цитадель». Этот документ уже был утвержден на всех инстанциях. Не хватало только подписи самого Адольфа Гитлера. Он поставил ее через 3 дня после того, как лидер СССР уже обсуждал этот план со своими военачальниками. Но фюрер, конечно, об этом и не догадывался. Кстати, Микоян писал в своих мемуарах, что Сталин в общих чертах обрисовал ему план «Цитадели» еще 27 марта. То есть советская разведка прекрасно знала об ударе немцев, что стало огромным преимуществом советских войск. В 1941-м советская разведка тоже известила руководство СССР о плане «Барбаросса», вплоть до даты вторжения. Но тогда Сталин посчитал эти сведения провокацией британских спецслужб, желающих стравить смертельной схватки Германию и СССР. Он полагал, что Гитлер не посмеет нарушить договор о ненападении и ввязаться в войну на 2 фронта. И в 1941-м Сталин жестоко просчитался. А в 1943-м разведданным была дана адекватная оценка. На их основе советское командование выработало грамотную стратегию противодействия скорому наступлению гитлеровцев и немедленно приступило к выполнению своего плана. Этот план состоял в организации преднамеренной глубокой обороны с целью вымотать и обескровить наступающего врага с последующим переходом в победное контрнаступление. Поэтому операция «Цитадель» была лишена фактора внезапности. Советские солдаты выполнили титаническую работу. В полосах будущего наступления они построили сразу аж 6 оборонительных линий, выкопали тысячи километров противотанковых рвов и окопов, оборудовали огневые точки, устроили нереальное количество минных полей. Генерал Милентин, который под Курском был начальником штаба 48-го танкового корпуса, вспоминал: «Быстрота, с которой русские ставили мины, была потрясающей. В полосе наступления корпуса мы ежесуточно обезвреживали десятки тысяч мин. Приходилось наступать по сплошному минному полю». Немаловажно и то, что результаты этого гигантского труда удалось скрыть от немецкой авиаразведки и ввести противника в заблуждение относительно точного расположения главных объектов обороны и ее глубины. Все сражение состояло из 2 фаз – оборонительный и наступательный. В соответствии с планом советского командования с 5 по 23 июля 1943 года шла именно оборонительная фаза сражения. Войска Центрального фронта Рокоссовского обороняли северный фас Курского выступа. Войска Воронежского фронта Ватутина держали южный фас, а войска, занимавшие сам выступ дуги, опирались на степной фронт Конева. Но главные события развивались именно на флангах, на северном и южном фасе, потому что атаковали немцы именно там, из районов Орла и Белгорода в направлении Курска. Наступление у гитлеровцев не задалось с самого начала. Когда они только начали готовиться к подготовке, на них самих обрушился массированный и очень чувствительный контрудар советской артиллерии. Контр-артподготовка была проведена в 3 часа ночи 5 июля силами сразу 2 фронтов. Она дезорганизовала и деморализовала наступающих.
Быстрых прорывов и рассекающих советскую группировку ударов у немцев не получилось. Они завязли в глубокой эшелонированной обороне и продвигались вперед только медленно и с большими потерями, а красноармейцы оказывали им упорное сопротивление. На северном фасе Курской дуги ударная группировка Вальтера Моделя вклинилась в оборону лишь на 10-12 километров и завязла в кровопролитных боях, к 10 июля потеряв до 2/3 своих танков подбитыми или временно вышедшими из строя. Сначала немецкое наступление на северном фасе шло по широкому фронту – 45 километров. Пытаясь прорвать оборону советских войск, они его все время сужали. На третий день фронт наступления сократился до 15 километров. 8 и 9 июля фронт продвижения наступающих составлял всего 2 километра, а 10 июля они уже вовсе были не способны продвигаться дальше. 12 июля на северном фасе в контрнаступление перешли уже советские войска, и немцам пришлось спешно подтягивать резервы для противодействия ему. На южном фасе события развивались по тому же сценарию. 5 июля германские войска пошли вперед, но там наступательного порыва немцев хватило до 15 июля. Затем они выдохлись, и с 20 июля войска Воронежского и Степного фронта совместно начали гнать их назад. По традиции, кульминационным моментом Курской битвы считается крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой, на южном фасе дуги, где 12 июля в жестоком встречном бою сошлись две танковых армады. У Красной армии было около 800 танков ИСАУ, а у немцев 311, хотя данные немецких и советских историков сильно отличаются. С 10 июля немцы, собрав все силы в мощный бронированный кулак, изменили направление главного удара и стали успешно продвигаться вперед на южном фасе Курской дуги. Навстречу им командующий фронтом Ватутин бросил 5-ю танковую армию Павла Ротмистрова. Ее встречный контрудар и остановил германские танки у железнодорожной станции Прохоровка. А загадка этой битвы в том, что обе стороны завышают количество потерь. Советские историки говорят о победе танкистов Красной армии и умудряются на бумаге уничтожить немецких танков больше, чем было во всем втором танковом корпусе Вермахта, который участвовал в том бою. А «Тигров» даже больше, чем их было во всей 4-й немецкой танковой армии, наступавшей с юга. Немецкие же историки, наоборот, приводят чудовищные цифры потерь советских войск, представляя дело вообще как победу Вермахта и Waffen-СС. И в Германии битва под Прохоровкой считается настоящим побоищем. Имея в своем распоряжении танки «Тигр» и Т-4 в новой модификации, с усиленной бронезащитой, с отличной цейсовской оптикой и мощными 88 миллиметровыми орудиями, а также хорошо подготовленными экипажами, немецкие танкисты последовательно выбивали танки Красной армии, наступавшие волнами. Советские танкисты могли поражать эти танки только с близких дистанций, отчаянно маневрируя и заходя сбоку. Но простора для маневра на поле под Прохоровкой у них не было. Он был ограничен оврагами и железной насыпью. Поэтому большинство советских танков даже не смогло сблизиться с немецкими и были расстреляны с дальних дистанций. Фактически, советская танковая армия безрезультатно атаковала две неполные немецкие танковые дивизии и потеряла при этом за один день боя 53% из своих 642 танков и самоходок. Но если бы немцы победили в том сражении, а победа советских танкистов — это пропагандистский трюк, почему же тогда гитлеровцы были вынуждены после Прохоровки срочно отступать? Вообще, если сравнивать советское и немецкое описание сражения на Курской дуге, то можно подумать, что речь идет о совершенно разных операциях. После Сталинграда война с немецкой стороны описывается как непрерывная цепь героических битв с бесчисленными, постоянно восстанавливающимися от сокрушительных поражений ордами красноармейцев, успешно отбивая натиск которых и нанося контрудары, вермахт раз за разом стабилизирует фронт. Только почему-то откатывается все западнее и западнее. Советские же полководцы и историки тоже преувеличивают потери немцев. А истину, как всегда, надо искать где-то посередине. В наше время огромные цифры германских потерь под Курском отброшены как фантазии советского агитпропа. Но ведь очевидно, что и цифрам, которые приводят западные историки, тоже доверять нельзя. Ведь если немецкие потери были относительно невелики, почему тогда их фронт обрушился, и гитлеровцы покатились назад? Это произошло из-за того, что численность их соединений сильно просела, из-за того, что потери в живой силе и технике были очень чувствительными и трудновосполнимыми. Вторая фаза была наступательной. Факт остается фактом. Именно после Прохоровки советские войска пошли в контрнаступление. Это и был поворотный момент. Вторая фаза Курской битвы состояла сразу из нескольких успешных наступательных операций, позволивших Красной армии наконец почувствовать долгожданный вкус победы. В ходе наступательной операции «Кутузов», которая прошла с 13 июля по 18 августа, гитлеровцев загнали за оборонительный рубеж Хаген, восточнее Брянска, освободили ряд городов, самым крупным из которых был Орел.
Участвовали в этой операции войска Центрального, Западного и Брянского фронта. С 3 по 23 августа Воронежский степной фронт провели наступательную операцию «Румянцев». Они разгромили белгородско-харьковскую группировку под командованием Манштейна, освободили Харьковский промышленный район города Белгород и сам Харьков. В честь освобождения Курска и Орла в Москве состоялся первый в истории Великой Отечественной войны праздничный салют. А вот операция «Цитадель» стала последней попыткой вермахта и Waffen-СС перехватить стратегическую инициативу. После ее провала эта инициатива уже бесповоротно перешла к советской армии. Вот почему Курскую битву считают завершением перелома Великой Отечественной, началом которого был Сталинград. А как вы думаете, почему немцы потерпели поражение под Курском? Свое мнение пишите в комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Все это очень поможет в его продвижении.